Всем привет! Хочу поделиться с вами новостью, что в муниципалитете Адехи на побережье скоро появится новый курорт. Он будет называться Кунья де Альма, что в переводе с испанского «Колыбель души». Его местонахождение между Ла Калетой и курортом Плая Параисо именно в том месте, где сейчас расположен населенный пункт Эль Пуэртито. Уже заложили первый камень, знак начала строительства данного курорта «Колыбель души». Огромный такой булыжник, прямо кричащий о мегамасштабности данного курорта. Я пыталась его найти, этот камень, где они его заложили, но так и не нашла. Но дело не в этом. Дело в том, что Эль Пуэртито является почти единственной оставшейся зоной на юге острова, где нет туризма, несмотря на то, что там есть хороший песчаный пляж. В Эль-Пуэртито проживают чуть меньше 50 человек. На сегодняшний день здесь находится около 20 домов и работает ресторан. Еще 20 лет назад тут не было ни одного официально зарегистрированного жителя. 14 мая состоялся митинг, протест против строительства данного курорта. Его организовали местные жители при участии соседей ближайших районов Тенерифе, а также группы экологов. Народ протестует против образования здесь туристической инфраструктуры. Лозунги протеста «Канарская земля не продается», «Спаси землю от туризма». Un primer proyecto, Cuna del Alma o Tumba del Alma, mejor dicho, pero el problema es que no va a ser la única producir aquí. Quieren rodear este pequeño pueblo, rodearlo completamente de urbanizaciones turísticas. Esto va a implicar una serie de afecciones a la naturaleza, a especies protegidas. И lo que llevamos reuniéndonos una poca semana entre un pequeño grupo con biólogos. Также жители острова и защитники экосистемы создали петицию против коммерческой застройки в Эль-Пуэртито. Que nos van a explicar un poco para que nos hagamos la idea de cuáles van a ser los impactos que pueda generar esto. Y cuando hablen los compañeros, el que quiera pedir turno para aportar más información, que levante la mano. Pero la propuesta... Hola, vale, ahora. Bueno, pues yo lo primero que quiero... ¿Se me escucha por allá? Эль-Пуэртито на самом деле очень долгое время оставался такой нетронутой зоной от туризма. Раньше здесь было несколько рыбацких хижин. Местные рыбаки хранили в них свои лодки и снасти. Постепенно местные жители стали тут обживаться. Известность этому месту пришла случайно. Эль-Пуэртито имеет специфическую флору и фауну, что повлекло с собой очень грустную историю. В 2004 году группа аквалангистов Oceano Sostenible изучали морское дно, делали фотографии и случайно обнаружили, что у побережья Эль-Пуэртито обитает морская зеленая черепаха. При этом морское дно Эль-Пуэртито было настолько загрязнено, там было много пластика, мусора. У них ушло несколько месяцев только чтобы очистить это дно. Тем самым они создали благоприятную среду для такого редкого вида животного. Наряду с морской черепахой там также обитал морской конек, каракатица, осьминог и даже акула-ангел. Я видела видео, как они снимали.
В 2011 году та же группа дайверов Oceano Sostenible обнаружили еще одну неприятную особенность для поддержания благоприятной среды для черепах. Дело в том, что популяция морского ежа, его называют Эль Рисо де Лима, она преобладала над популяцией остальных животных. Так как еще этот морской еж является прожорливым существом, он поедал всю растительность, не оставляя еды для остальных животных. Были также предприняты меры по удалению данного вида, я не знаю, перенесли они их или вообще их удалили, тем самым, чтобы создать, опять же, благоприятные условия для морских черепах. Но с 2014 по 2019 год произошла масштабная трагедия для черепах. Эту зону Эль-Пуэртито превратили в коммерческую зону. Сюда беспощадно стали приплывать огромное количество дайверов, моторные лодки, катера. В 2019 году группа дайверов Oceano Sostenible предприняли меры, чтобы вывести зеленую черепаху с побережья Эль-Пуэртито в более безопасное место. Инвесторами данного курорта являются две бельгийские семьи. Они планируют создать элитную зону отдыха. Также они планируют расширить зону пляжа, благоустроить ее. Смотря на этот план строительства, я вижу, что дома, которые находятся в Эль-Пуэртито, они остаются на своих местах. Это самое главное для жителей. Все жители прибрежных зон, они в первую очередь переживают за свои дома. Я разговаривала со многими местными жителями. Для них главное то, чтобы их не трогали. Могут они расширять, строить, но не трогайте наши дома. Они так об этом и говорят.
Будет ли новый курорт «Колыбель души» на побережье Коста-Адехи, поживем увидим. Но мне хотелось создать это видео, чтобы оно сохранилось в памяти, как Эль-Пуэртито выглядел изначально. Сохранить ту атмосферу, тот пляж, который сейчас, показать его вам, рассказать его историю, печальную историю о черепах. Это на самом деле печально очень. И огромное спасибо дайверам, что они смогли спасти и вывести ту часть, которая смогла выжить в тех условиях, что была нарушена человеческой рукой. То, что сюда приплывали огромное количество, без какого-либо контроля, без лимита, огромное количество этих лодок, которые наносили вред черепахам. Это огромное счастье, что их смогли вывести и спасти. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!